Статья 3 Устава Международной организации уголовной полиции Интерпол гласит: организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Добрый день, уважаемые белорусы! Мы продолжаем рассказывать о преступной группировке, захватившей власть в нашей стране. И сегодня речь пойдет о том, как карательные органы диктатора используют каналы Международной организации уголовной полиции Интерпола для репрессий против белорусов, а именно для осуществления международного розыска и получения сведений в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за участие в мирных акциях протеста. А вы, друзья, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и пишите комментарии. Так вы поможете нам распространить эту информацию и донести правду до большего числа белорусов. Сегодня, как никогда прежде, мы осознали катастрофическую нехватку в нашей Беларуси закона, правопорядка, равноправия и справедливости. Чтобы восстановить свои конституционные права, присоединяйтесь к мобилизационному плану «Перемога». Чем больше нас примет участие в реализации плана, тем скорее мы избавимся от этой ошалевшей диктатуры. Международная организация уголовной полиции Интерпол – это организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира организации находится в городе Лионе, Франция. В Интерпол входит 192 государства, в каждом из которых есть собственное отделение организации, в том числе и в Беларуси. Национальное центральное бюро Интерпола в нашей стране – это далеко не самое публичное структурное подразделение криминальной милиции, входящее в систему МВД на правах самостоятельного подразделения. Задача Национального бюро Интерпола – обеспечить сотрудничество и взаимодействие правоохранительных органов Республики Беларусь с правоохранительными органами других государств, членов Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола в противодействии международной преступности. Это если на бумаге. А в реальности организация международной уголовной полиции уже давно фактически используется диктаторским режимом как инструмент для поиска и преследования политических и общественных активистов, которые вынуждены были покинуть родину, спасаясь от политических репрессий. Ярким примером подобного преследования стало недавнее задержание в Польше 12 сентября текущего года гражданина Беларуси Макария Малаховского, бежавшего от необоснованного уголовного преследования из страны и объявленного режимом в международный розыск. Каратели обвинили Малаховского в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел, выразившееся якобы в умышленном наезде на сотрудника ДПС, и завели на него уголовное дело. Вот только при этом они умолчали о нескольких важных фактах. О том, что инспектор ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома Островский Юрий Семенович, признанный потерпевшим по уголовному делу, в медучреждение по поводу якобы примененного к нему насилия не обращался. Но и при этом ни слова о насилии и пытках, примененных в отношении самого Малаховского, и о том, что из инкриминируемого ему деяния он уже был привлечен к административной ответственности. Да, и на видео, зафиксировавшем инцидент, четко видно, что инспектор в нарушении всех возможных инструкций и правил сам бросился под колеса автомобиля и при этом нисколько не пострадал. Стоит ли удивляться, что польская сторона, строго придерживаясь буквы закона, отказала выдавать белоруса карателям Лукашенко? Подобных попыток добраться до белорусов, выступивших против диктатора и вынужденно покинувших родину, немало. При этом схема розыска через Интерпол политических оппонентов режима проста и незамысловата. В соответствии со статьей 3 Устава организации,
Интерпол не принимает к розыску лиц, преследуемых по политическим мотивам. Но если при заполнении разыскного циркуляра скрыть истинные мотивы преследования, а простыми словами обмануть генсекретариат Интерпола, исказив описание преступления, или модус операнди, выражаясь профессиональным языком, то добиться объявления гражданина в международный розыск вполне реально. В качестве примера злоупотребления Белорусским национальным центральным бюро возможностями Интерпола приводим разговор сотрудника бюро Медведева Дмитрия Степановича и начальника отделения разыскной работы Московского РУВД города Минска Бармосова Сергея Николаевича, в котором названные должностные лица обсуждают нежелание Генерального секретариата Интерпола принимать к розыску лиц по политическим мотивам. Помните, как на бутафорской сходке под названием «Всебелорусское собрание» диктатор уверял, что политических заключенных в стране нет? У нас не было и нет никаких политических заключенных. А если послушать его верных слуг, то получается, что все-таки есть. Слушаю, Бормусов. Николаевич? Да. Медведев беспокоит. Да. Ну, подскажи, что там с Войтиком? Ну, его, видимо, задержали вчера мы. Держали, да? Да. Вы тогда сообщение в наш адрес о том, что просим поисковые мероприятия прекратить в связи с его установлением на территории суда. Так я уже все написал письмо, если оно уйдет все. А, уже все идет. Ну, отлично, все хорошо. Да. Как вы вообще дела? Ну как, политическими засыпаемся. Ну, это понятно. Не знаю, ну мы-то еще ладно, мы-то еще только вот троих, как бы. А соседи, фрунзенские, там, ленинские, центральники, я знаю, у них вообще все плохо. У них там по 10, по 12, все как один за границей. И мы здесь, к сожалению, помочь не можем. Ну... Не знаю, доходила до вас информация кого-нибудь? Возвращали вам уже, нет? Нет, а что возвращали? Ну, мы возвращаем, генсек не берет этих товарищей. То есть статья 3 у нас есть. Интерпол категорически отвергает, отрицает и не участвует в делах политического, расового, военного характера. Политический характер явный. Не, это понятно, это по ихнему вот этому уставу. Да, по уставу, статья 3 устава Интерпола, и все, мы возвращаем. Так да. Они под эту статью вообще всех вот этих вот товарищей или какой-то... Каждый из состава мы уточняем, какие-то мы сразу отправляем, какие-то есть готовы. Ну, там, статья 130, разжигание расовой розни, там вот это, неприязнь, да, все. Но это явная политический подтекст, расовая, все. Это у нас уже идет, да. Клевета, мы с ними советовались. Они сказали, нет, все равно, там, клевета именно в отношении должностного лица, тоже 188-я, такая же фигня. Далее начальник отделения разыскной работы Бармосов рассказывает про уголовное дело по фактам нанесения протестного граффити. И что же ему советует Медведев? Напомним, сотрудник Интерпола, обязанный соблюдать устав Международной организации уголовной полиции. Правильно. Как обойти правила Интерпола? Упомянуть в циркуляре не БЧБ флаги, а повреждение имущества. Точка. В таком случае Генеральный секретариат Интерпола не увидит политической подоплеки и примет гражданина к объявлению в международный розыск. Ну вот смотри, у нас, допустим, одна из... 369-я, 364-я, тоже они уже нам завернули все. Завернули 364-ю, все, да? Да. Ну вот у нас будет 339-я одна. Сейчас новая. Если чистая, без вопросов. Если чистая, 339-я. Разрисовывали стены и электрощитовые в красно-белые флаги. Ну, в данном случае, тогда можно, ну, если там будет указано, что во флаге, то тогда они не пройдут. Если будет просто, что портили имущество, там разрисовывали краской, что-нибудь такое, тогда может пройти. Для сведения, в 2021 году Медведев получил повышение по службе и стал целым начальником первого отделения Национального центрального бюро Интерпола. За какие заслуги? А вот, к примеру, коллеге и товарищу Медведеву, подполковнику милиции Подгайскому Александру Николаевичу, с карьерным ростом повезло гораздо меньше. Подгайский всего-навсего хотел перемен и в 2020 году на законных основаниях оставил свою подпись в поддержку одного из альтернативных кандидатов. Как итог, запрет на продвижение по службе. И хоть оперативные сотрудники, работающие с Подгайским, характеризуют его как высококлассного профессионала и достойного сотрудника, мы все прекрасно знаем,
что режиму профессионалы не нужны. Ему нужны послушные цепные псы, верные и не имеющие собственного мнения. Послушайте, как эту ситуацию обсуждает тогда еще начальник Национального центрального бюро Интерпола, полковник милиции Петран Александр Сергеевич, в разговоре с сотрудником Главного управления кадров МВД Кручинским Олегом Михайловичем. Олег Михайлович, добрый день. Добрый. Не сильно занимаю. Ну, слухаю. Понял, нужна помощь. Помощь в чем? У нас же сейчас в марте месяце, в апреле будут такие перемещения несколько. Тимошенко уходит на пенсию. В связи с этим есть у нас серия перемещений планируется. Но. Есть одна проблема. У нас вот был подписан документ. Короче говоря, пришел к нам 10 февраля, был согласован список подразделений, сотрудников, которые включены в резерв. Угу. И у нас там должность такая есть одна, вообще говняная, должность вообще ни о чем. Зам начальника отдела, то есть она вообще ни о чем. Ну и что? Мы на него поставили Подгайского, Угу. а Подгайский не проходит. Почему? Потому что в июле месяце он погорячился и поставил подпись за неправильного кандидата. Один из этих, да? Да. Он еще работает? Да. Что? Чего он еще работает? Ну, контракт у него есть. Ну. Так что? Вопрос такой, на эту должность, если мы человека двинем, который не включен в резерв. Ну, будете писать на имя министра с просьбой назначить его без резерва. Ну а как? То есть можно будет Что, вас без попросить помочь? резерва дополнять вашими этими. Надо было больше людей включать. Ну надо было, но вот никто ж не предполагал, думаете, просто вы все не уже... предполагаете, Не, так. они уже потом пришли, потом ко мне Саша, ГСБшники вы пришли все не и предполагаете. довели. Не, ну слава богу, он один, больше нету, я их уже пытал, говорю, если кто еще, говорит, больше нема. Но вернемся к основной теме выпуска. За нарушение принципов деятельности Интерпола, а именно за объявление в розыск политических оппонентов диктатора, Белорусскому бюро Интерпола уже было вынесено предупреждение. А это значит, что если режим объявит международный розыск по линии Интерпола по политическим мотивам и еще хотя бы одного человека, членство в организации может быть приостановлено. Алло. Олег Витальевич, приветствую. Все нашел? Ну. Значит, а можете вы Вайбер включить? Я вам сначала скину Вайбер и прочитаю, что там написано. Да не надо, может так пришлите. Давайте я вам так тогда прочитаю. А то у меня программы нет. Хорошо, давайте я вам прочитаю тогда, хорошо? Но. Значит, смотрите, 3 листа вам пока... Ну, я попрошу, чтобы перевели или на английском кинуть, там все маркером выделено. Значит, фраза «Правила обработки информации Интерпола», которые мы обязаны следовать. Значит, Национальное центральное бюро несет ответственность за определение и установление процедур, гарантирующих, что их национальные правоохранительные органы соответствуют принципам и обязательствам, изложенным данным правилам, перед тем, как они могут предоставлять данные для обработки в систему. Ну, то есть это наш случай. Национальное центральное бюро несет ответственность за регулярную оценку деятельности своих национальных органов в свете данных правил и на определение пределов их применения и предпринимает все необходимые меры, чтобы именно прервать любую деятельность в случае предоставления несоответствующих данных. Это может включать также риск, относящийся к несоответствию данных вот этим вот уставам. Дальше. А вот дальше написано про нас, что они могут с нами сделать за такие вещи. Они нам предупреждение уже прислали. Генеральный секретариат Интерпола несет ответственность за регулярную оценку деятельности национальных центральных бюро на соответствие настоящим правилам. Генеральный секретариат Интерпола обязан предпринять все корректирующие меры, чтобы прервать любую несоответствующую деятельность, связанную с обработками данных. Значит, любые меры могут включать в собой долгосрочную приостановку прав доступа предоставления для национальных центральных бюро. И это предложение Генерального секретариата выносится на утверждение исполнительному комитету.
Все, вот в прямом виде. А до этого нам они прислали вот такой документ, что конкретно, что вот они нам тогда по этой Тихановской прислали, чтобы мы прекратили любую деятельность, так нам и прямо указали, что мы нарушаем, они пишут, статью 3, значит, в связи с выборами в августе 2020 года. Что мы не имеем права распространять эту информацию по каналам Интерпола. Прислали раз, и нам вот отказали по Ковальковой. Конкретно написали, что это, так сказать, нарушение статьи 3. Ну все, круг замкнулся. Понятно. Ну, то есть поэтому вот просто следующим шагом они нам, если мы вот это дело продолжаем, они просто выносят на исполком и нас отключают, так сказать, от данных вещей. То есть поэтому как бы, ну, если есть необходимость для Родины, чтобы нас отключили, я готов отправить. То есть вопросы снимаю. Да ну, на чем вы говорите? Нет. Но ни отказ Интерпола объявить Светлану Тихановскую в международный розыск, ни вынесение предупреждения не остановили хунту. Более того, диктаторский режим направил в штаб-квартиру Интерпола своего посла во Франции, чтобы, выражаясь терминологией подобных бандитов, порешать вопросы. Конечно же, с гонцом диктатора никто разговаривать не стал. Алло, Олег Витальевич, привет. добрый день. Есть минуточка? Ну, А уже в курсе вы по МИДу, как там даже МИД пытался там по одному фигуранту заходить? В курсе, ж, наверное, по-моему, да. не в курсе. Не в курсе? О, когда был отказ, так сказать, по персонажу, который называется принцесса. А, ну ясно. Поняли, да? Ну, у меня же документы. Да, на Макей принцессу. дал команду послу ломануться туда, и он ломанулся. После чего Его был- хоть в полицию не сдали, то что паспорт имеет неприкосновенный, да? Не, его просто выгнали. Выгнали? Да, и все. То есть это без шуток. Вот, то есть это такое дело, я говорю. Ну, вроде люди серьезно знают, с правом работают, международным долгом. Ну, а им деваться некуда. Они, то есть международное право тут такая фишка. Вот у них они формулировку избрали очень красивую. Политический, как это называется, политический подтекст раз, и второе, у них заклинание какое. Не, ну вы хотели, чтобы там одни дурни работали, да? Да. А Ну, второе, они так говорят, же да, не мне бывает, они блядь. говорят, преступление видим, но не наша компетенция. Ну, правильно говорят. Впрочем, не только демократические государства отказывают последней диктатуре в центре Европы в выдаче разыскиваемых ею лиц. Бандиты у власти в Беларуси сами не раз игнорировали международные запросы, касаемые выдачи реальных преступников. Так, в 2012-м по указанию Лукашенко карманная генпрокуратура отказала в выдаче Кыргызстану Жаныбека Бакиева, младшего брата беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. А в июне прошлого года в связи с теми же обстоятельствами Беларусь отказала выдать Украине Виктора Братко, банкира из окружения Януковича, обвиненного в краже более чем 44 миллионов долларов в 2015 году. Впрочем, не только выдача, но даже задержание иностранных лиц, находящихся в международном розыске, в государстве, где иногда не до законов, не проводится в безусловном порядке, как того требуют принятые Беларусью обязательства. Сторонники диктатора из Белорусского национального бюро Интерпола сперва изучают личность находящегося в розыске иностранного гражданина, не дай бог он окажется одним из спонсоров режима, и только лишь после того, как достоверно убедятся, что он обычный иностранец, исполняют международный запрос по его задержанию. Выражаясь словами бывшего начальника Белорусского национального бюро Интерпола полковника милиции Петрана, эта корова никому не интересна, и ее можно смело выдавать. Степаныч Сергеевич, ну, короче, ничего, по мониторинг не дал, по интернету я ничего такого не нашел, то есть нифига не медийная какая-то. Каких Ушаков тоже не нашел, чтобы он где-то инвестором был. Короче, написал он сейчас ориентировку, направить на ГУВД, это Октябрьский, получалось, в случае Нажитка, он в Октябрьском. Вот. Но я предупредил ему, говорю, что пусть они под утро и едут, как бы. Ну, логично, потому что может же поехать в клуб, сука, не ну да, это куда угодно. сегодня получил, как приедет наверняка отмечать. Ну, вот. Значит, мера пресечения у него всего год. Ё-моё. Ну, год, и у него, получается, он
Хотел поставить кондиционеры там в фирме, потом короче, кинул всю фирму и свалил из страны. Кондиционеры не поставил. Ну, и... Я как редкостная хуй. То есть деньги спиздил, приехал в Беларусь. Ну, типа того, да, и как бы ничего. Ну, так. Такая мелкая корова, она никому не нужна будет. То есть смело да и все. Ну да. Впрочем, уничижительные сравнения вроде коровы – это далеко не самое страшное, что может ожидать как белорусов, так и иностранных граждан, попавших в лапы карателей. Александр Сергеевич, давайте познакомим наших зрителей с вашими симпатиями к пыткам, применяемым к задержанным. Вам ведь было так весело обсуждать эту тему, правда? Вот. Да, если что, мы завтра в течение дня его добьем. То есть, ну, я думаю... В любом случае, у него вид на жительство, он в любом случае, даже если сейчас его не найдут, он в любом случае придет получать этот вид на жительство. Гимовцы уже будут знать 100%. Учитывая, что он у нас с ноутисом, да. границу пересечь он не сможет. Он не сможет однозначно. Куда он уже... Тут он уже никуда не денется. Поймаем и будем жестоко пытать. А пытать мы умеем. Ну, это наша работа. Да, вы делаете мне больно. Больно – это наша работа. Да. Это наша работа. Поэтому, что тут можно сказать? Так что пусть ориентирует. Даже может ориентировать, пусть они его сегодня и берут, если могут. Может, ночью оно и проще. Потому что если он в адресе, то в принципе... Потому что дернуть его еще раз в Дыким, чтобы приехать там, типа, какие-то документы, то это, учитывая, что он сегодня только ему выдали, это будет странно. То есть проще по адресу приехать и проверить его, как это классика, проверить под место регистрации. Где-нибудь под утро, потому что арабы могут, допустим, мотаться, ну, там, я вот как-нибудь там Зыбецкая, там Кубицкая. Тоже про это подумал, что может действительно лучше, чтобы под утро, чтобы они и у них было... Скотина уставшая вернулась, так сказать, если что, и его, так сказать, хлобысить. Потому что вполне может до 2-3 ночи там кальян там курить со своими товарищами. Все, что угодно. Да, по ездить, так сказать. То есть это все как бы классика. И да, интересно, как отреагирует генеральный секретариат Интерпола на подобные высказывания своих белорусских сотрудников. Вряд ли стоит напоминать, что с таким успехом Беларусь рискует вылететь из Интерпола. Конечно, в этом случае наша страна лишь укрепит за собой статус серой зоны, бухты для международных преступников. Но одновременно режим потеряет доступ к ресурсам Интерпола, прежде всего информационным. И чему-чему, а такой потере каратели уж точно не обрадуются. Ведь членство в Международной организации уголовной полиции диктатор использует не только для того, чтобы объявлять преследуемых по политическим мотивам сограждан в международный розыск. Белорусское национальное бюро ежедневно шлет в центральный офис десятки запросов о предоставлении информации о белорусах, находящихся в базах Интерпола. Запрашиваемая информация может касаться установления местонахождения гражданина, его статуса в стране пребывания, наличия недвижимости, транспортных средств, средств связи, установления принадлежности абонентских номеров, наличие информации компрометирующего характера в отношении их владельцев, как то привлечение к ответственности на территории стран-членов Интерпола, установление персональных данных граждан, их фотоизображений, документов, удостоверяющих личность и многое другое. При этом сам Интерпол даже не подозревает, что эти сведения он передает по политически мотивированным уголовным делам. Сбором данной информации занимаются сотрудники уже набившего оскомину современного белорусского гестапо ГУБОП ИК, специализирующегося на политических репрессиях в стране под руководством полковника милиции Паршина Андрея Евгеньевича, а также Главного управления противодействия киберпреступности МВД под руководством полковника милиции Ковалева Андрея Васильевича. Ведомство Ковалева занимается установлением личности граждан, подписанных на различные телеграм-каналы, признанные режимом экстремистскими, и оставляющих негативные, исходя исключительно из субъективной оценки карателей, комментарии в отношении пособников диктатуры с целью привлечения несогласных к уголовной ответственности. Указанные подразделения МВД используют бреши в системе Интерпола,
работа которого построена на доверии к Национальным центральным бюро. В связи с чем соответствие информации, указываемой в запросе, действительным обстоятельствам никак не проверяется. Все запросы карательных органов Беларуси в Интерпол направляются через Белорусское национальное центральное бюро, сотрудники которого, напомним, одновременно являются сотрудниками МВД и напрямую подчиняются режиму. В связи с чем свои обязанности по названным запросам исполняют чисто формально. Подобным образом по каналам Интерпола проверяются лица, в отношении которых вообще нет никаких уголовных дел, либо их уголовное преследование осуществляется за преступления, проверка по которым с использованием ресурсов Интерпола правилами данной международной организации строго запрещена, то есть по политическим мотивам. Для отвода глаз в таких запросах указываются вымышленные номера уголовных дел и материалов доследственных проверок, вымышленные фабулы преступлений, а также иная недостоверная информация, которая лишь формально соответствует критериям проверки по каналам Интерпола. При этом сотрудники Белорусского национального центрального бюро не только не проверяют достоверность информации, изложенной в запросе карательных органов Беларуси, но зачастую, как мы и продемонстрировали сегодня, умышленно направляют для исполнения по каналам Интерпола заведомо ложные запросы. Байпол аккумулирует доказательства нарушения режимом Лукашенко устава Интерпола. Данная информация будет передана в центральный офис организации для решения вопроса о приостановлении членства Беларуси в названной международной организации до восстановления в стране конституционного строя, законности и правопорядка. Друзья, нам известно, что часть белорусского общества запугана. Некоторые сомневаются в успехе, но нам также известно, что никто не собирается переворачивать страницу. Государственная система и экономика страны стремительно деградируют, а в нашем обществе повисла нерешенная задача, на разрешение которой мы все сегодня должны сконцентрировать свое внимание и действия. Решение этой задачи лежит на каждом из нас. В прошлом году в политическую жизнь в стране был погружен каждый, и была уверенность, что все можно изменить. Вернуться в это состояние, в тот же градус общественного самосознания и ответственности за свое будущее в наших силах. Для этого все белорусы должны узнать о мобилизационном плане Перамога и готовящейся забастовке. Белорусы, чтобы иметь будущее в своей стране, сегодня мы обязаны сплотиться и нанести единовременный сокрушительный удар по режиму. Мы заслужили нашу перемогу. Живе Беларусь!